А теперь мы переместимся в другое время и в другое место. Мы были в историческом центре Москвы, около Кремля, а сейчас мы приехали, посмотрите, в какое красивое место. Это холм, и в Москве называют это место Воробьевы горы. Здесь был парк, здесь излучина Москвы-реки, очень красивое место. И в советское время, после войны, в 1948 году, здесь было решено построить одну из московских высоток, московский небоскреб. Идея принадлежала Сталину, что город Москва – столица СССР, и она требует обновления и новых высоких зданий. Иностранцы называют почему-то эти московские высотки «Семь сестер», а мы называем сталинские высотки. Вот одно из этих зданий было решено построить здесь, на Воробьевых горах, потому что здесь много места, здесь отличный вид. И это здание решено было отдать Московскому университету как новое здание. Факультетов уже в это время было очень много в Московском университете, поэтому часть факультетов, как вы видели, осталась там, в историческом центре, а другие факультеты и новые факультеты, которые появлялись, новые лаборатории, новые здания, стадионы и так далее, для этого нужно было место, и поэтому этим местом стали Воробьевы горы. Территория, где находится новый университет, огромная, она занимает 167,5 гектаров. Но большая часть из этой территории, из этого пространства – это парк и лес. Здания занимают только 5% из этих гектаров, а остальное – замечательный парк, в том числе ботанический сад МГУ, очень известный среди любителей природы. Мы обожаем, как и все москвичи, гулять в парке МГУ, который красив в любое время года, особенно, конечно, сейчас. Интересно, что это здание, это была самая высокая высотка из 7, которые решено было построить и которые были построены в Москве. Это здание было самое большое, самое высокое. И интересно, что строили его не так долго. Занятия в этом здании, в главном здании МГУ начались 1 сентября 1953 года, то есть потребовалось 5 лет, чтобы такую огромную махину возвести и построить. И интересно, что строили его не только профессиональные строители, конечно, их было много, но и простые студенты, которые учились в университете. Мои родители, которые закончили филологический факультет МГУ в разное время, они тоже принимали участие в строительстве этого нового здания в 50-е годы. У меня даже остались дома фотографии. Они делали это в субботу-воскресенье и с большим удовольствием, могу сказать. А сейчас посмотрите, что же это за здание. Зайдем. Проходите, пожалуйста. Главное здание нового университета на Воробьевых горах должно было показывать, что это главный университет страны, что здесь все необыкновенно торжественно, красиво и богато. Вы видите, какая отделка, это мрамор, это колонны. Это действительно очень красиво. Это
торжество такого советского ампира, сталинского ампира. Ну, интересно, что по замыслу архитекторов это должно было быть здание, где есть все для жизни. И что человек не должен был ходить куда-то на улицу в магазин, чтобы покупать еду. Все у него должно было быть здесь, в этом здании. И это действительно так. Здесь есть почта, телеграф, столовые, рестораны, кафе, кинотеатр, клуб. Здесь есть все. Когда я была студенткой, мне рассказали случай, что один студент поспорил со своими друзьями, что он будет находиться здесь, в этом главном здании, полгода и не выйдет на улицу, потому что ему это было не надо. И он жил здесь, ходил учиться, поднимался наверх, потом спускался вниз в столовую, он ходил в библиотеку, когда ему было скучно, он ходил в кино, и он выиграл этот спор. За полгода он не покинул это здание, поэтому здание совершенно удивительное. Главное здание представляет себя центральную часть, 32 этажа, невероятно высокую, и флигели, их 4, по бокам. Поэтому, если смотреть на это здание сверху, оно в плане напоминает русскую букву «Ж». И здесь есть факультеты, здесь есть музеи, здесь есть лаборатории, но также было специально построено несколько флигелей. Один был специально построен как общежитие для студентов, и там и сейчас студенты живут, а другие флигели были построены как квартиры или для студентов, или для преподавателей. Сейчас эта первоначальная идея сохранилась, и здесь продолжают жить и работать и студенты, и профессорско-преподавательский состав университета. Внутри главное здание МГУ поделено на сектора. Главный сектор – это сектор А, он самый высокий, наверху находится ректорат, и это центральная часть. А все другие секторы, они называются по буквам алфавита. А, Б, В, Г и так далее. Прямо как наш проект «Москва по алфавиту». Ничего оригинального, как вы видите. Если попадаешь первый раз сюда, в главное здание, то очень легко запутаться, потому что, когда ты попадаешь в центр, и ты видишь эти коридоры, эти повороты, ты совершенно не можешь найти правильную дорогу. Но везде стоят указатели, где нужно пройти из сектора А в сектор Б, где выход в сектор Д и так далее. То есть все студенты достаточно быстро привыкают к этой разметке на дорогах и начинают нормально ориентироваться. А вот это наша с Юлей альма-матер. Здесь мы провели самые лучшие годы. Вот так вот сидя в старой аудитории, в этой или в похожей, и слушая лекции замечательных наших профессоров филологического факультета МГУ. Как приятно. Ну что ж, вы вместе с нами побывали в одном из самых интересных зданий Москвы, в Московском государственном университете МГУ. А мы с Юлей прошлись еще раз ностальгически по нашим тропам, по которым мы ходили в юности, когда были студентками. Надеюсь, вам было с нами интересно. Пока. Приезжайте, Московский университет ждет вас. Там прекрасные растения, консультации, семинары, мастер-классы. Я вырежу. Нет, а я скажу все-таки, что для нас, для садоводов-любителей, это очень важно.